Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем играть в Breeze Edge. В прошлой серии мы с тобой натворили таких дел, что если ты вдруг не видел, то увидь обязательно. Мы с тобой нашли чудесное средство перемещения, и созданное из пылесоса и такой-то матери. Мы с тобой насобирали кучу ресурсов, открыли новых рецептов крафта, создали крутой баллон, крутой фонарик. И сегодня, сейчас, прям вот в прямом эфире, так сказать, мы с тобой будем делать вещи. Начнем мы с чего? Начнем мы с создания, пожалуй, нового ускорителя. Что нам для него нужно? 2 шаурмы, 2 очищенного металла, 2 желтые воды. У нас все это есть на нашей первой, собственно, да, станции. Сразу берем, сразу создаем. Где снаряжение? Вот снаряжение. Большой ускоритель. Жаль, что малый ускоритель при этом как-то не используется в крафте и остается таким, блядь, 200-м у тебя на этом. У тебя в инвентаре просто лежит, просто ничего не делает, просто нахер не нужный. Что я сделал только что? Я выбросил его на пол. Взять. Я хочу его положить в сундук. Пусть лежит в сундуке. Пусть лежит в сундуке, ждет своего часа. А вдруг он когда-нибудь понадобится, и мы с тобой пожалеем о том, что мы его выбросили. Дальше мы с тобой сейчас берем и делаем вот этот новый шлем. Алюминий, 2 стекла, 4 краски. Вот вопрос, очень важный вопрос. А хватит ли у нас с тобой, блядь, краски? Потому что... нихуя, хватит. Хватит краски. Так, еще раз сверяемся с рецептом крафта. 4 краски есть. Нужен 1 алюминий, 2 стекла и 2 пластика. Собственно, 1 алюминий у нас вот. Стекло было где-то стекло у нас с тобой. Я его собирал. Я это точно помню, что я его собирал. Где оно? Может, я его проебал там где-то в этих. Свинец. Не, подожди, вот стекло. 2 стекла и 2... пластик у нас был. Собственно, комбайн, поехали. Снаряжение создаем. Шлем в краске. Вопрос... Будет ли что-то видно? Отлично защищает от радиации, прямых солнечных лучей, любопытных взглядов. Отсутствие видимости? Ага. Там было что-то про отсутствие видимости. Отсутствие видимости можно скомпенсировать усиление обоняния и слуха, которое так необходимо в открытом космосе. Ну, конечно, да. Уровень радиации гораздо ниже. Все отлично. Я буду помогать вам перемещаться. Летите влево. Точнее, вправо. В другое право, которое вверху. Ладно, это была плохая идея. Да ну, блядь. Не, ну справедливости ради. Я проебал много ресурсов. Но справедливости ради. А ну-ка, сменить скафандр. Сменить. Убрать скафандр. Поставить скафандр. Это наш изначальный. Сменить красивый. Есть. И чё мне, блядь, с этим делать теперь? Не, ну, чисто теоретически подлететь в какое-нибудь место, где нам это может быть понадобится, когда, не знаю, блин, короче, хуета. Вот и все. Просто хуета. Просто, ну, как по факту. Ладно. Сделали мы с тобой бесполезную залупу, но спасибо разработчикам, что такие вещи есть в игре, потому что это забавно, как минимум. Ремонтный инструмент. Алюминий, 2 очищенных металла, толщина изолента. Он нам нужен для чего? Для того, чтобы отремонтировать рядом с местом, где мы нашли, собственно, наш чудесный транспорт. Там была станция, кислородная станция, и ее можно отремонтировать этим инструментом. Алюминий, 2 очищенных металла, изолента. У меня есть изолента в инвентаре. Есть 2 очищенных металла в инвентаре. Есть. Алюминия нету. Алюминий мы сейчас возьмем отсюда. Так, мы взяли алюминий. Взяли? Нет, сука, не взяли.
Или взяли. А чё? А почему мне казалось, что не взяли? Если мы его взяли. Снаряжение, инструменты. Внимание, вопрос. Сюда тоже нужен будет алюминий, сюда не нужен будет алюминий. Блять, сюда нужно будет индуктор. А ну-ка стоять. Отменить делай. Делаем отменить с тобой. Потому что нам нужно будет скрафтить индуктор, для которого у нас все есть. В принципе, ладно, все прекрасно. Тогда мы просто берем и спокойно себе делаем ремонтный инструмент. Похоже на разводной ключ обычный. Разводной ключ обыкновенный. Давай поставим его, допустим, во второй слот и посмотрим, что это за лупа делает. Ну да, обычный разводной ключ. Обычный разводной ключ. Наверное, им что-то можно починить. Так, и нам нужно с тобой еще создать из новинок наших, новиночек, вот эту вот вещь. Диспенсер. Я так подозреваю, что это та самая вещь, которая нужна нам для постройки чего бы то ни было. Собственно. Так, и что нам нужно? Батарейка, индуктор, очищенный металл 2 штуки и утолщенная изолента 2 штуки. Так, начнем с чего мы с тобой. Давай начнем с того, что мы скинем все ресурсы сюда сейчас, вот так вот цинично. И у меня создастся ощущение, что я зря их с собой сюда вез. Скорее всего, даже так и есть, но не смей мне этого говорить сейчас, по крайней мере. Потому что если ты скажешь мне об этом сейчас, то я не услышу. Так. У нас что тут есть? Кстати, блоки. Что за блоки? Что за блоки? Какие-то новые блоки. Малый шлюз коридора. Ёб твою мать, тут этих блоков как говна. Но если мы серьезно сейчас с этой штукой сможем строить свою база. Я сокол, я ястреб. Вот, то это будет великолепно. Ресурсы. Композитные ресурсы. Индуктор. Металл, пластик, 2 проволоки. Так. Идем сюда, допустим. Пластик, 2 проволоки. Металл есть. Блять, что, металла нету? В смысле, реально? Металл. Металл, пластик, 2 проволоки. Мы создаем ресурсы, композитные ресурсы. Вот это вот нечто. Индуктор. Есть. Без такого простого и понятного индуктора не обойдется ни одна крупная самодельная электрическая цепь. Ясно? Ясно. Там было уточнение. Точнее, обойдется, но недолго. Буквально до первого скачанного напряжения, который нечем будет отфильтровать и сгладить. Отлично. Так. Это мы сделали, это мы молодцы. Дальше инструменты и теперь вот эту залумпу, да, индуктор, 2 очищенных металла, 2 изоленты, 1 батарейка. Хороший вопрос будет, сколько у нас очищенного металла. 1 батарейка есть. Изолента. Одна же нужна. Нужна же одна. Я правильно, да? Две изоленты. 2 изоленты. Остальное сюда. Вот. Там сейчас сдесантировать наши лишние приблуды. Так, и металла очищенного у нас как бы нету. Вернее, это плохо. Очень плохо на самом деле. Очень и очень. Вот это мы складываем сюда все дело. У нас не хватает одного слота скинуть. Ну да и ладно. Собственно, идем мы сейчас набирать металл. Ты этого не увидишь, скорее всего. Потому что зачем тебе смотреть, как я собираю металл? Ебать, его надолго хватает. Слушай. Это просто машина моей мечты. Мне вот сейчас еще очень интересно, на каком среди обломков я найти, да, очень много разной зеленой пищи, что спасает твою жизнь от голода. Особенно вкусные красные ягоды с желтой точкой. Если найдешь, обязательно должна попробовать сразу горсть. Ты сука. Я уверен, что это что-то ядовитое.
пока что все советы этой молодой особы, я уверен, что этого молодого робота, они приводят нас к тому, планомерно подводят нас к тому, чтобы мы сдохли. А мы не хотим умирать, правильно ведь? Потому что умирать это для слабых духом. Мы с тобой должны быть бессмертны. Где еще один кусочек? Вот еще один кусочек. Так, нам нужно. Блин, ну как классно, с таким большим баллоном можно и вот посидеть, позалипать, посмотреть, что тут происходит. 2 очищенных металла всего, то есть 8 металла нам нужно. Хватит. Всего хватает. Полетели отсюда обратно. Во-первых, на 1, почти 2 метра в секунду быстрее. Во-вторых, в миллион раз дольше. Ну и заряжается по ощущениям, как будто бы дольше. Это не точно, конечно, но как бы все же. Надо, кстати, с собой еще пару трупешников увести на наши базы, чтобы сделать себе классную пати. Там будет весело, я уверен. Так, мы создаем еще один изолента. А что у нас изолента? 2 резины у нас с тобой еще лишние есть. И внимание, диспенсер. Что ты делаешь? Так, это мы читали, что он делает, в принципе. Но строить. Так, нужно теперь все. Теперь обратно мы сейчас максимально загружаемся. Блять, максимально. Так, но он нам сейчас, в принципе, нахуй не нужен в этом слоте, как ремонтный набор. Поэтому второй слот мы возьмем отмычку. Сюда мы возьмем щуп, наверное. Вот. И загребаем все ресурсы, что сможем взять. Алюминий в первую очередь, кстати. Электроника, стекло тоже очень важно. Лампочки, наверное, нужны в подобных вещах. Вот, полетели. Загрузили по... Ай-яй-яй. Я думаю, мы там пожрем. У нас там есть куча еды готовой. Льда, я думаю, в округе наберем, если вдруг воды не хватит. Сесть. Полетели. Ну-ка. Теперь мы можем разогнать его до 40-ета. И это приятно очень. Максимально приятно, я бы сказал. У нас какие-то куча новых меток, посмотри. 2000, кстати, это ближе, чем... не, нихуя не ближе. Нихуя не ближе. Ну и ладно. Там просто куча меток. Я просто хуй его знает. Там их реально до хера. Все, просто мечта. Прочность 4. Подожди, это прочность того, что у нас в руках там внизу отображается. Я уже начал пугаться на самом деле из-за вот этих вот приколов. Но все нормально. Посмотри, мы на баллоне одном нашем теперь можем долететь просто от одной станции до другой без дозаправок. Спасибо вот этому вот чуду техники. В таком случае, везде, где нам не нужны станции, да, кислородные, ну, за исключением мест, где мы что-то добываем. Вот там, допустим, краска, конечно, уже кончилась, но свинец все еще есть. И поэтому будем пользоваться там свинцом. Давай мы тут сейчас выйдем. Где он, блять? Он постоянно еще выходит в разные стороны. Я боюсь его пнуть, потому что он сейчас перевернется, и не дай бог с ним что-то случится. Так, сюда идем. Тут у нас есть, собственно, солевой набор и 2 бутылочки воды, которые мы не можем взять. Но мы вот это все сюда переложим сейчас. Открытый космос очень хорошо пахнет. И стоит попробовать вдохнуть в грудь, вся свежесть без шлем. Пошла нахер. Своими совет. И самое главное, зачем я, собственно, туда летал, я забыл сделать, блять.
Я сейчас просто смотрю и такой думаю, ну долбоеб же, долбоеб. Летал, чтобы вот эти штуки в интерфон вставить и посмотреть, что они вообще мне скажут, что произойдет, если я это сделаю. Но я этого не сделал. Пиздец. Собственно, пиздец. Ладно, полетели. Полетели, собственно, туда. Будем... Блядь, не хочу залетать на мотоцикле своем через узкую щель. Мы... А, нет, давай через узкую щель. Ну, так ближе залетать внутрь. Однозначно. 41 метр в секунду. Ёкарный бабай. Это же мечта. Главное тут сейчас не ускориться и не уебаться. Аккуратно залетаем, аккуратно пролетаем. Красиво. Давай починим сразу ту штуку. Да. И у нас тут будет кислородная станция. Зачем? Да хуй его знает. Но она будет. К слову, очень приятное место внутри астероида, я бы так сказал. Оно, наверное, не то чтобы очень богато на ресурсы. Просто выглядит довольно приятно. Хотя вон я вижу алюминий. Алюминий же? Вроде алюминий. А может и щелочь. Не так, наверное, это и важно. Так, в третий слот. Можно, пожалуйста? В третий слот. Этот гроб мы сканировали? Кажется, сканировали. Нет, стоп, их тут два. Опа. Где он? Вот он. Тот был пустой, а этот тоже пустой. Вот, блядь. Это гигантский моток изоленты, реально. Я... А? Вода. Соль. Блюдце забрать. Ну, тут, кстати, да. Мы тут, кстати, очень многие вещи с тобой не забрали в прошлый раз. Стыдно. Следить за состоянием рабочего костюма — это необходимость, особенно актуальная в космосе. Ремонтировать. Ой, нахуй мне это надо, если у меня там есть, типа, кислородная станция, условно. Ну, типа... Я сейчас могу просто взять... Вот это да. Вот это здравствуйте. Вот это поворот. Вот это охуеть. Приятно сесть. Ой, теперь я за него даже не переживаю. Полетели. Не, смотри, тут много жил на вот этих микроастероидах. Я бы сказал, практически на каждом есть пожили. Плюс я уверен, ну вот в этой штуке тоже что-то должно, наверное, быть. Поэтому, возможно, не такой уж и пустой это, да, так сказать, сектор от всякого рода вещиц. Давай подышим, залетим. Тут нету гравитации, зато тут есть кислород, что гораздо более важно. Вот ту станцию можно заправить. И будет хорошо. Схема диспенсера. Меня бесит то, что она лежит, я ее не могу подобрать, и она светится. Че она светится, блядь? Так, мы цепляем наш многоуважаемый. И летим куда? Куда мы летим? Куда-то вот сюда вот вниз. Вот она, да, родимая? Ну-ка, давай. Слезть. Выход. Он, кстати, сам стабилизируется потом. Это приятно. Необходим диспенсер. Диспенсер есть. Перестроить. Модуль не выбран. Блять, сломанный шлюз. Ладно, выбрать. Труба. Нет. Нам шлюз, наверное, нужен. А что, блядь, нам нужно? Подожди. Нет. Отменет. Нам нужен шлюз. Сука. Алюминий и 2 титана. Это вот его нужно, да, нам перестроить? Модуль не выбран.
Нам нужен туда еще один шлюз. Нужен алюминий и 2 титана. Как думаешь, какова вероятность найти здесь алюминий и титан? Ну, давай полетаем в округе. У меня есть же дрель с собой. Да, целых 2. Давай вот эту вот в 4-й слот. Поставим дрель, чтобы найти, потому что алюминий, нам нужна дрель. И нам, кажется, нужно сначала взять вот эту нашу штучку, подлететь туда ко входу, а после чего полететь куда-нибудь в сторону ближайших, ну, вот этих вот астероидов, камней. Алюминий и 2 титана. Слушай, блядь, быстрее, наверное, будет слетать в этот, обратно. Сначала в любом случае надо подышать. Так, ладно. Выход. Единственное, напрягает, что, кстати, вот выход не моментальный. Тут все как будто какое-то не моментальное. Игра явно, ну, как бы рассчитывала на то, что она будет еще и на консолях. И она, скорее всего, есть еще и на консолях, так к слову. Но, как бы на компьютере гораздо приятнее, когда вот эти действия выполняются не зажатием, а моментально исполняются. Я вам так скажу. Может быть, конечно, я не прав. Если кто считает, что я не прав, напишите в комментариях. Об этом мне, чтобы я знал, что вот вы считаете меня неправым и банил тех, кто сейчас... Конструктивный диалог вел с теми, кто считает, что я не прав в этой ситуации. Было похоже на гроб издалека, но это камень. Камень, и я, собственно, не дам. Кстати, тут вроде как даже 2 входа есть вот с этой стороны, но мы воспользуемся одним лишь. Полетели. Этот узенький, да, неудобный, зато я, блядь, знаю, где и что происходит. Куда я вылечу. Блять. Влетать-то через него я влетал, а вылетать-то нет. А вот это, кажется, он. Да, вот он. Да, вот он самый. Красота. Кстати, ну, я вот не знаю, будет ли у нас тут будут ли встречаться какие-то опасности, окромя нас самих. Зачем прочность? Зачем показатель прочности этому чудесному средству передвижения? К слову, вот в сравнении, да, мы говорили о Сабнавтике, в сравнении с Сабнавтикой мне это чудо игра нравится больше. Во-первых, потому что я люблю космос и ретро-футуризм, конечно же, в первую очередь. Но тут как-то ты ощущаешь, что ты вот, короче, обычный чувак и крафтишь из подручных говна и палок подручные средства какие-то. Типа, покрасил просто скафандр, вот защита от радиации, усиленный скафандр. Типа просто краской руками обмазывал, и нормально, и все были счастливы. Так, модули. А что нам нужно для того, чтобы построить вот этот, собственно, самый... Наверное, это воздушный шлюз, либо малый шлюз. В любом случае, что туда, нужен алюминий и 2 титана. Вот и все. Вот мы и порешили. Кстати. Ладно, давайте заберем отсюда соль, ножницы, вот это вот все. Все красивые предметы заберем. Вот это мы все сюда сложим. Вот это тоже пока что положим сюда. Пусть лежит. А почему нет? Собственно, титан. Давай вот этот титан сразу заберем отсюда. Алюминий я с собой привозил сюда, да. Алюминий, 2 титана. Вода. И погнали. Кстати, ну это, в принципе, кислородную свечу, которая есть у меня сейчас, мы можем использовать там, как бы, да, для, так сказать, установки наших рулзов в этом месте. И поставим там кислородную станцию. Она там не нужна. Вот объективно. Ну, типа, я ее починил, но ее надобность, это пиздец. Где моя сигнал теряет, туда однозначно необходимо посмотреть и убедиться, что она опасная. Тебе однозначно нужно пойти нахуй с такими советами. Я тебе вот что скажу, подруга. То, что я не пойду туда. Может, и пойду, конечно.
Ну, скорее всего, нет. Мне скафандр запретит. Скажет, ты что, дурачок? Молодой. Тебе еще жить. Зачем оно вот это тебе надо? Собственно, мы с тобой продолжаем лететь. Лететь и делать с тобой сейчас будем шлюз. Наконец-таки. Так, десантируемся. Десантируемся, берем вот это вот. Выбрать модуль. Воздушный шлюз. Подтвердить. Необходим малый шлюз. Чё, блядь? Отменить. Выбрать модуль. Блоки. Малый шлюз. Подтвердить. Почти идеально, но ваши Блядь. биологические данные показывают приступ острого разочарования визуальной реализации системы строительства, не соответствующей заверениям и скриншотам. Агентство Бресидж старается следить за душевным равновесием своих клиентов, в связи с чем я обязан запустить стимуляцию вашего мозга для создания зрительных галлюцинаций. О! Настройки должны выглядеть более привлекательно, но возможны побочные эффекты, на которые не стоит обращать внимание. Нормально. Единороги побежали. Но зато теперь оно выглядит не так уебищно. Не просто куски металла, склеенные изолентой. Центральный интерфон. Если там хоть что-нибудь уцелело, и вы не станете это чинить, у нас есть шансы. О! Думаешь, я не стану? А я же стану. Брат, ты это... Ты, конечно, можешь сейчас разочароваться во мне, но я же починю. Автосохранение. Хорошо. Прошло. Ой-ой-ой, кислородные свечки большие. Ой-ой-ой, аптечка. Ой, красота. Ля, слушай. Попробуйте прочистить вентиляцию. Нормальная такая станция. А где, блядь, там? А тут закрыто. Ну тут, видимо, тот шлюз, через который тот дурачок пытался сюда попасть. Окей. Это не открывается. Хотя похоже на чемодан. На большой чемодан. Да? Похоже. План технического отсека. Если найти недостающую информацию, такой отсек можно будет создать самостоятельно. Неизвестно для чего. Где, бля? Где я проебал? Вот он. Вот он, вот он. Сканировать. Вам нужен сканер. Где мой сканер? А у меня нету еще одного сканера? Нету еще одного сканера. В третий слот. Неизвестно для чего. Да известно. Все нормально. Я создам. Я создам, брат. Ты не переживай. Мои инженерные способности, они как бы это... Я ж топливо создал. Ой, смотри, отдыхают Вероятно, молодые. при крушении они разбили головы о приборную панель, которая теперь не функционирует. Очень жаль, что в космических кораблях не предусмотрены подушки безопасности. Пункт наблюдения кстати, сломан да. еще до крушения. Все записи отсутствуют. Похоже на диверсию. Ага. Получается диверсия. Физика. Редкое издание физики в нескольких томах. 50 томов. Еще один томик физики, собственно, в 50 томах. В нашу с тобой копилочку. Нашу с тобой копилочку, он теперь есть. Это что такое? Морковный союз Брестиж. Это сигаретки. Сигаретки у нас есть. Морковки. Морковки у нас есть. Морковки, сигаретки. Какие сигаретки? В игре нету сигарет. Ну, есть, наверное. Если очень сильно постараться. И поискать. Но ты не найдешь, пока не выключишь функцию цензуры. Радиоприемников, разбросанных по всей округе, здесь использованы устаревшие технологии, которые даже вы сможете повторить. Вероятно. Вероятно. Вот это вот удачное дополнение. Но новая схема радио меня устраивает вполне себе. Внимание. Emergency. Лом. Что-нибудь починить надо? У меня есть лом. Сейчас как починю, хуеешь. Так, что тут? Тут все искрит, что-то туда-сюда. Давай мы пока что не будем подходить к интерфону лишний раз, чтобы лишний раз все не ломать. О, новый друг. Ребят, вы потеряли. Это ваш. Держите. Это ваш товарищ, вы его потеряли, я его нашел, я молодец. Считаю, что спасательная миссия закончена. Так. Требуется специальный пропуск, который выдается только работникам лайнера. Ага. Зеленый вселенной во всем виновата, я точно знаю. Спаси меня, мы должны открыть правду всему миру. Использовать интерфон. Интерфон не работает, что и следовало ожидать от стандартной игры, где основной геймплей строится на... нет, работает, хотя связи нет и необходимо отладить антенну. Опять. Ага. Необходимо отладить антенну. Где антенна, блядь? Она там.
Но мне нужен пропуск. Карточку инженера. Слушай, а вот может у этих инженеров есть карточка? Они не похожи на инженеров, у которых есть карточка. Наверное, карточка была у кого-то из инженеров, собственно, тех, которых я осматривал. Но знаешь, что я скажу? У меня много ломов. Вот что я скажу. Вот что я скажу. Мне проще выломать к хуям эту дверь. Возможно, это приведет к разгерметизации этого отсека. Но какая разница? Я уверен, что игрой это предусмотрено, и она, мне кажется, именно на это и рассчитывала. Что я так и сделаю. В любом случае, смотри, если там шлюз, то шлюз это двойная дверь, да? Разрушитель. Я молодец. Новое достижение. Антенна чудом уцелела. Проводите отладку. А где антенна? Я ведь хотел использовать звуковой файл из первой главы для удешевления разработки. Ага. А все, не получится. Так, не получится, придется дорогую игру делать. Подожди. Внимание, вопрос. Достижение. Разрушитель. Что оно нам дает? Плюс 5% урона ломом, 10% к объему правого приплечья. А я не вижу его. Ну, видимо, я... Проблема не в антенне, а в этом обрыве. Его необходимо устранить. Устранить обрыв, обезвредить обрыв. Не думаю, что это поможет. Чинить. Ремонтный инструмент. Сейчас. Блять, как я буду, конечно, чинить провода разводным ключом. Наверное, диспенсер было бы более разумным. Не думаю, что это поможет. Да, собственно, использовать. А ну, блять. Не думаю, что это поможет. Давай не надо. Ты и так уже удешевляешь. Тут это надо. Не надо удешевлять еще больше. Не думаю, Все. что это поможет. Хватит повторять одну и ту же фразу, урод. Обрыв устранен. Нормально. Сигнал Нормандии. Смотри, сигнал Нормандии. Командор Шепард нас это, собственно, заберет. Тут была зеленая вселенная. Я уверен, что это все гробы, блядь. Все гробы. Они же не просто так переговариваются друг с другом. К слову, а у нас там в любом случае, ну как бы интерком Это полом. даже для радикалов зеленой вселенной. Очень жестокая игра. Они упустили ему кишки. А что, и все? Больше нихуя нету? Ладно, пойдем обратно к этому. К интерфону. И может быть мы на этом интерфоне сможем сразу и воспроизвести все, что нам нужно. Построить технический отсек. Новая задача. Нормандия. Если кто-то слышит, это команда траурного чернока Нормандия. У нас есть вода, еда и крутой капитан. Удивительно, что они живы. Даже при серьезном понижении активности ядра там должно быть крайне некомфортно. Которого даже радиация не берет. Наш Подожди, видеть активность, но это твоя связь с Нормандией. Ты помнишь, что там, скорее всего, тебя насилие, съесть и убивать. И это, возможно, не тот порядок. Не летать туда, прошу. Вы когда-нибудь слышали о каннибализме среди космонавтов? Даже при учете вашего неумеренного потребления воды и пищи дойти до такого будет непросто. Сильно умеренного. Я как раз-таки очень рад своим довольно-таки размеренным потреблением воды и пищи, потому что я не так уж и много жру и пью. Так вот, подожди. Если кто-то нас слышит, это крутой капитан, который даже радиации не берет. Наш человек немного пострадал, но капитан пытается его починить. Если вы слышите и хотите спастись, мы ждем вас по этим координатам. Сканировать. Нужен сканер. О, кстати, мы можем построить потом интерфон. Наверное. Ну-ка. Так вот, как он работает. О! Интересно. Ну, давай дешифровать запись. Метка скафандра. Еще раз дешифровать запись. Метка скафандра. Требуется зашифрованная лента. А, ну и все. У нас есть рабочий интерфон. Мы дешифровали обе наши записи. У нас появились новые метки, наверное. Ну, вон там где-то, да, что-то есть вроде. Вон, это Нормандия. И, блядь, как много всего. Как много точек интереса. Просто пиздец. Это все прекрасно. Понизить радиацию, построить технический отсек.
А как строить технический отсек? Давай начнем с того, из чего, блядь, это строится. Что у нас за новое? Кианатрон. Собственно, электроника до стекла, проволока. Все мои познания о кианатронах сводятся к детским воспоминаниям об их швырянии в стену. Помню, дед объяснил мне, как они работают и что за ток они выпрямляют. Но слушал я не очень внимательно. Надеюсь, если просто втыкать их в подходящие разъемы, ничего плохого не случится. И я тоже так думаю. Как бы всегда делай все, что нужно. Слушай, у тебя есть скафандр под рукой, а это ходячий Google. Настоящий кто угодно, инженер, программист, вообще любой человек, это умелый гуглер просто-напросто. Так вот, подожди. Детка, ты, сука, та еще. Другое, Нормандия. Командор Шепард нам это. Построить технический отсек и понизить радиацию 6 раз. Собственно, модули. Средний технический отсек с 8 сменными блоками стен. Оптимальный вариант для начала строительства большой космической станции. Электро- и кислородные генераторы, исследовательский стол, интерфон. Все поместится и чуть-чуть останется. 2 строительных набора и электроника. К слову, 2 строительных набора как раз-таки у нас с тобой и есть. Как следствие, мы можем с тобой это построить. Правильно ведь? Правильно. Мне кажется, что правильно. Можем построить интерфон. Мы можем теперь построить что-то еще можем построить. Радио. Нахуя мне радио? Электроника 2000. Ну, наверное, зачем-то нужно. Транспорт. Но тут мы еще не изучили все чертежи. Ну, слушай. В любом случае, это прекрасное место, где мы с тобой это, да, все это сделаем. Так, подожди. Внимание, вопрос. Все, что я буду дальше создавать, оно будет таким же неудачным, скажем так, как этот? Как наше то все то самое? Или нет? Или да? У меня есть предложение. Мы сейчас давай вылетим. Вылетим вот так. Долетим до нашего челнока инженерного. И где-нибудь вон там над астероидным полем, через которое я изначально пытался сюда прилететь, построим базу. В пустоте. Просто, блядь, посреди пустоты. По-моему, это отличная идея. Скажешь, что идея нет, не отличная, но я тебе вот что скажу. Это, сука, прекрасная идея. Почему? Ты скоро узнаешь. Потому что, ну, типа, в принципе, нам зачем эта станция нужна? Наверное, как перевалочный пункт, как большое хранилище всего и вся, как стартовая точка для наших путешествий, и вот это вот все. Да, там, исследовательская станция, назовем это так. Но, да, и скорее всего, от нее больше всего пользы будет именно в том, сука, именно в том самом месте, где меньше всего этих самых полезных объектов вокруг, потому что, ну, вот на этих полезных объектах, да, как бы есть все, что нужно там зачастую. Там, ну, кислород как минимум, кислород тут нужен больше всего. Поэтому мы с тобой будем делать очень такие вещи, да. Ее где-нибудь вон там. Где-нибудь вон там мы ее построим. Где-нибудь... Так, 2 строительных набора, электроника. Ну, в принципе, это-то у нас есть. Давай сразу возьмем алюминий, 2 титана на шлюз нам нужны, да? Я правильно понимаю? Где модули? Блоки, нет, сука, это блоки. Воздушный шлюз, алюминий, 2 титана. Здесь что-то взрываться с большой силой. Твоя лететь посмотреть. Ты, сука, не беси меня. Не беси. Так, в принципе, вот из этого у нас все с тобой есть, что нужно. Электронику нужно взять с собой. Где электроника? Вот электроника 1, 2 строительных набора.
А мы сейчас просто берем, вот так вот ставим вот этот в слот и летим вон туда, в очко вселенной, вон туда вот куда-нибудь, да, в середину. Вот в эту сторону мы летим, и где-то вот тут вот над пустотой мы создаем свою базу. Потому что у нас есть точка интереса в той стороне, у нас есть точка интереса в той стороне. Да. Вот куда-нибудь. В идеале вообще, наверное, куда-нибудь наверх забуриться нам с тобой. Давай присматривай себе хорошее место для базы. Но у меня есть ощущение, что ее нужно строить прям, сука, в пустоте. Ну вот, внутреннее мой внутренний жлоб говорит, что строй базу в пустоте. Смотри, сколько от корабля мы отлетели? На 800 метров, в принципе, да? Слушай, можем долететь до взрывов даже, посмотреть, что там для начала. Как минимум. Это то, что сильно взрываться, да? Ты лететь посмотреть. Ну, лететь посмотреть, а почему нет? Отмечу Прекрасно. Что это? Отметил это. Похоже на хранилище говяжьих топливных гранул. Сейчас такие уже не производят. Ага. И что это такое? За говяжьи топливные гранулы. Делать... Контейнер для транспортировки говорит о вероятном повреждении содержимого из-за нарушения условий транспортировки. Не рекомендую приближаться к таким контейнерам по причине их возможности. Данный тип топлива не удастся синтезировать самостоятельно без живой синтетической коровы, даже при помощи изоленты. Ага. Ну, в любом случае, оно у нас теперь есть, и мы знаем, где его источник. Этого топлива. Давай взлетать наверх, короче. И строить там базу. База над источником топлива, мне кажется, это максимально верное решение. Где-нибудь вот на этом астероиде. Между вот этих астероидов. Вот эта вот пустота, по-моему, прекрасна. Прекрасно, я считаю, что да. Смотри, мы слазим. Берем вот эту штуку. И строим вот этот вот подтвердить. Строить. Нам нужен воздушный шлюз. Подтвердить. Единичка. И теперь, если мы сюда залетаем, тут нет кислорода. Но у нас есть кислородная свеча. И это важно. Теперь нам нужны, получается, не модули, но блоки. А кислородный генератор, индуктор, алюминий, 2 титана. Сука, надо возвращаться. В любом случае у нас теперь есть база. Давай сейчас используем свечу, в принципе, насрать. Воздушный шлюз есть. Все прекрасно, все хорошо. Вон он, наш источник топлива. Вот она, наша гениальная станция. А? Красотища, ебать. Полетели за ресурсами. Все, я считаю, что наш верх инженерной мысли, собственно, достигнут. Достигли мы его с тобой. Она даже выглядит почти козырно. Ладно, она перекрывается значком, но и насрать. Зато выглядит козырно. А? Красота, красота. Кстати. Не, ну потом... Ты чего наделал? Дурацкие телефоны. Вечно отвлекают. Ну потом, в принципе, да, можно будет на нее постепенно перебираться. Мне кажется, что у нас есть с тобой все нужные инструменты для того, чтобы демонтировать наши старые станции, если вдруг что. Потому что я верю в то, что здесь есть возможность создать транспорт с кислородным генератором на борту, который будет работать.
Так, давай сначала, что нам нужно? Блоки. Энергогенератор снабжает станцию электроэнергией. Для этого нужен генератор, 2 алюминия, 2 титана. 2 алюминия, 2 титана. Генератор где? Ты видишь, блядь, генератор? Я не вижу. А он здесь должен быть. Может, здесь? Вот он здесь. Генератор, 2 алюминия, 2 титана есть. Выпьем воды. Генератор, 2 алюминия, 2 титана у нас с тобой появились. Синтетический навоз. Это круто. Этот модуль мы уже можем. Электрогенератор можем скрафтить. А я считаю, что как бы, ну, в принципе, это, наверное, самые важные вещи. Электрогенератор и кислородный генератор. Для этого нужен индуктор, 1 алюминий, 1 титан. Так, 1 алюминий, вернее, 2 титана. Есть индуктор. Индуктор у нас создается из чего с тобой? Помнить бы еще все эти рецепты крафта, было бы вообще замечательно. Металл, пластик, 2 проволоки. Проволока, пластик, металл, пластик есть, все есть. Комбайн, поехали. Что? Предметы? Говяжья гранула, синтетический навоз, биотопливо. Прямиком из синтетической коровы. Ля, какая красотень. Индуктор. И вот с этим набором ресурсов мы сейчас летим туда. Кстати, там были какие-то, что-то написано про минус что-то и минус что-то. Давай сразу это прочитаем. Не написано. А если так? Энергия минус 10, кислород минус 7, шанс пробоин плюс 4. Ага. Чуть останется. Окей. То есть, ну, как бы база, чем больше, тем она как бы опаснее. С одной стороны. С другой-то стороны. 1200 метров. Кстати, неплохо. Недалеко. Вроде бы и недалеко, а вроде бы и достаточно, чтобы, ну, как бы не быть абсолютно бесполезной залупой. Да. У нас, в принципе, между первым нашим и вторым пунктом где-то 1200 единиц. Ну, там 1600, по-моему, было. Но все равно неплохо, я считаю. Мы на оптимальном расстоянии, плюс-минус. То есть, как бы, чтобы это не выглядело, как будто у нас полкосмоса нахуй мы пытаемся застроить, и оно было, так сказать, на полезной дистанции. Назовем это полезная дистанция. Потом, кстати, что-то электрическая какая-то залупа, наверное, стоит туда слетать. А там много всяких электрических залуп. А вон он, кстати, собственно, ядро. Вон оно. Ядро. И, наверное, из-за того, что ядро здесь, вон те штуки все питаются электричеством. Было бы прикольно какой-нибудь, наверное, док иметь для нашего вот этого вот штучки-дрючки. Ой-ой-ой. Так, ну что, строить, получается. Блок, генератор. Блин, наверное, я хочу вот эти технические блоки 2 вот у этой стены поставить. Генератор есть. Отменить. Строить. Блоки. Кислородный генератор. Подтвердить. Новая задача. Построить исследовательский стол. Что за помехи я наблюдаю? Что ты делать? Ты что-то ремонт? Это же не корабль. Это не корабль. Это моя собственная кислород. Ой-ой-ой. Ля, какая красота. Ля, какая ляпота, красотища. Смотри, мы как бы да. Я считаю, ну для первой базы это неплохо, как минимум. Все это дело. Что мы тут нашли? Что-то, ой, ебать, мы много тут что-то нашли всего. Давай вот так вот мы это прокликаем. Мне бесят просто эти звездочки, типа. Они вроде как бы и нахуй не нужны, а вроде они есть. И поэтому как бы да, ты такой каждый раз думаешь, что может мне стоит этим заняться. Так, вопрос энергоснабжения.
как-то оно отражается. Ну, то есть, типа, наверное, все местные вещи имеют энергопотребление. Энергия плюс 50. Блять, а есть какой-то интерфейс, нахуй, энергетический? Генератор... Я вот думаю, как же эта залупа дерьмово вся выглядит, если как бы, да, он накатил на меня вот этот вот эффект неадекватности. И все, наверное, в реальности очень плохо это все выглядит. Ну да и ладно, нас это что, волнует? Нет, уже не волнует. Модули, блоки. Нет, давай вот сразу вот отсюда смотреть. Энергия минус 8, кислород минус 2, шанс пробоины 2%. Так, а блоки? А декор вообще, кстати, что-то отбирает? Подожди. Кстати, нихуя не отбирает. Ну, в плане этих вот штук. А может и отбирает, стой. Декор. Нет. Ну нет, и я и счастлив. Все, декор ничего у нас не отбирает в плане характеристик. 50 кислорода, 50 энергии. Уже получается как бы 40 энергии и 35 энергии, да? Но в любом случае на интерфон и исследовательский стол нам с тобой должно хватить. В принципе, там больше ничего особо и нету. Я думаю, что мы типа поставим вот тут вот исследовательский стол, вон там вот интерфон, и будем молодцы. А что нам для этого нужно? Наверное, для этого нам придется с тобой сейчас слетать в пещеру, в ту, да, нашу, и насобирать там алюминия, потому что у меня алюминий на базе кончился. Давай, блоки. Исследовательский стол. 3 алюминия, вот я же говорил. Толщенная изолента, смола, титан. Окей. Сюда что нужно? Генератор, кеонат, вот это хуй пизды, титан и пластик. Как вот это вот хуй пизды крафтится? Электроника, стекло, 2 проволоки. Стекло, блядь. Я стекло с собой привез. Все нормально. В этом плане все хорошо. Не надо вот этих вот движений опрометчивых совершать. Слушай, ну где-то тут был еще один вход. Вон он, вижу. Спасибо, кстати, вот этой вот кислородности. Может, ее зарядим, слушай? Ну, типа, вот эта метка меня бесит. Но, я не знаю, типа, эта метка... Кстати, мы заодно сейчас на нем и проверим, можно ли ее демонтировать этим инструментом нашим. Просто если можно, то она там, в принципе, как бы не нужна, я считаю. И мы ее сейчас просто добудем с тобой. И потом ее куда-нибудь поставим. Кислородную, да, кислородный генератор. И все. И все будет просто прекрасно. С одной стороны. С другой стороны, а зачем лед? Это лед? Это... Да, это лед. Это однозначно лед. Лед нам как бы не нужен. Мы ищем алюминий. В поисках алюминия, так сказать. Алюминия нужно, причем много. Щелочь. Давай щелочь сразу добудем. Щелочь тоже нужна. У меня есть с собой кислородная свеча, если что. Все нормально. Щуп. Раз, два, три, 4, 5. Ля, какая щедрая залежь щелочи. Где ты? Ну, этих куча просто меток. Надо часть из них подключать будет. На досуге сесть. Ну, как бы ненужные. По моему мнению, ненужные. Опять же, да, по моему субъективному мнению. Блин, ну как бы щелочь вроде и не нужна, а вроде это батарейки. А батарейки нужны всегда здесь. Тем более для каких-то вот длительных приколов. Ну все, у нас кончился щуп. Щелочь отменет. Берем дрель и идем искать алюминий. Подожди, а зачем мне кислородная свеча, если у нас тут вот есть вход в станцию? Вопрос.
Вопрос, блядь, очень хороший на самом деле. Потому что я что-то вижу. О, нашелся. Нашелся родимый, родненький. Добывать. Он, кстати, дольше добывается, чем щелочь. Единственный вопрос, как я дрелью добываю алюминий, конечно, остается актуальным. По сей день, по сей час, по сейчас. Давай вот это поставим сюда, а вот эту дрель 4. И где мотоцикл? Полетели, братец, полетели, подышим. В принципе, тут насрать, да, с какой стороны дышать. Блять, а где я? А где вход? А вон он, вход. Все нормально. Все нормально. Нет, придется дышать свечой. Ну, подышим свечой, ладно. Опа! А говоришь, зря подышал свечой. Не зря. Вот оно, вот оно, вот оно. А ты говоришь зря. А я тебе скажу, что не зря. Так, алюминия бы еще найти на самом деле. И мне кажется, что вон там вот, вон, видишь, пятно белое. По-моему, это алюминий. По-моему, это не точно, но, по-моему, это алюминий. А может, это просто отблеск. Сука, это отблеск. Обидно. Довольно-таки, между прочим, обидно. Интересно, что будет, если я с этой штуки на ходу спрыгну? На самом деле, я не очень-то сильно хочу это проверять. Вот, типа, очень часто в этой игре ты забываешь, что ты можешь летать как бы во всех проекциях. Типа, тебе насрать, для тебя нету понятия вверх-вниз. Но они как бы есть, они здесь сохранены, можно стабилизироваться там, да, и выровнять все по горизонтали, но по факту ты можешь лететь в любое место, куда захочешь, особенно вот когда седлаешь вот эту вот тарантайку. Так, мы вылазим сейчас. Ну нет, ну не делай так, блядь, нахуй страшно, между прочим. Добываем еще пятюню алюминия. Я надеюсь, что его тут пятюня. Ну, по идее, да, по идее пятюня. Садимся на нашу тарантайку. Все нормально. Тарантайку садимся. И летим с тобой к... Вот сюда, во-первых, подышим сразу. Сначала подышим, а потом полетим на ту нашу... в инженерный корабль. В инженерном корабле мы с тобой берем, собираем приколы. Ай, да, ну что ты творишь-то? Ты что ты делаешь? Дышим. В инженерном корабле мы собираем с тобой ресурсы на связь и исследовательский стол. Интерфон и исследовательский стол. Возможно, мне скажут по квесту сделать интерфон после того, как я сделаю исследовательский стол, поэтому мы сначала сделаем исследовательский стол, а потом интерфон. Вот. Зачем нужен исследовательский стол? Не ясно, но мы потом посмотрим. К слову, ну вот на самом-то деле, знаешь, даже учитывая то, что нас накачали какой-то наркотой, наш скафандр, чтобы у меня не было депрессии, и вся моя что все мои постройки говно. Смотри, там ведь есть свет и кислород, я там не задыхаюсь. Значит, ну это как минимум рабочие агрегаты я построил. Да, возможно, не самые качественные внешне. Но оно же работает, блядь. Какие претензии могут быть? Я не вижу поводов, чтобы, так сказать, не похвалить наши с тобой навыки вот этих вот делишек. Так. Кстати, я вот думаю, а хули вы так разметало? Типа тут очень холодно. Проволока. Все это время была проволока, а я и не знал. Спасибо, брат.
Поехали. Так, для начала, первым делом мы с тобой идем ресурсы, композитные ресурсы, вот эту вот штуку. Электроника, 2 стекла, проволока. Поехали. Блять, я всю электронику туда, что ли, увез? Ну, нет. Видимо, да. 2 стекла и проволока у меня есть. Отлично. Давай выйдем, соберем электроники. Тут ее, в принципе, в округе-то хватает. Можно даже не садиться на нашу... хватает, блять, она ж добывается, сука, дрелью. Твою-то мать. Вопрос, что быстрее, скрафтить дрель, либо ехать за электроникой обратно туда? Нам в любом случае придется сейчас туда ехать по итогу, чтобы это дело все собрать и перевести сюда все наши нужности и ненужности. Очищенный металл, батарейка, утолщенная изолента. Есть ли у нас тут очищенный металл? У нас нет очищенного металла. Ни батарейки, ни утолщенной изоленты. Но резина для утолщенной изоленты имеется. Смотри. Смотри-ка. Посмотри-ка на это безобразие. Толщина изолента, 2 резины, 4 металла. Давай сейчас быстро насобираю ресурсов. И потом вернусь. И вот я снова здесь. И вот я, кажется, вроде бы все собрал. Все, что нам с тобой нужно для крафта. Где это залупа? Вот она. Вот для крафта вот этого вот. Это вот мы сделали с тобой. Раз. Кеатон. Есть. А дальше мы открываем вот это вот, вот это вот. 3 алюминия, 2 изоленты, 2 смолы, титан. Давай собирать набор наш. Давай мы для начала вот все, вот это, вот эти приколы мы сюда десантируем. Вот эти мы приколы сюда забираем. Ну, потому что это ресурс, а вот это вообще еда, и вот это тоже ресурс. Хера они тут делают. И перекладываем вот в этот ящик. Все ненужное. Так или иначе. Ну, в смысле, ненужное, но в текущий момент. Давай так. Давай называть вещи такими вот словами. То, что не нужно прям вот сейчас, мы складываем сюда. Так, поехали. Что нам с тобой нужно? Мы с тобой берем оттуда 3 алюминия, 2 изоленты, 2 смолы, титан. Так, изоленты 2. Вот это вот. Алюминия 3. Щелочь сбрасываем. Титан 1. Блоки. 3 алюминия, 2 смолы. Смола тут есть. 2 смолы, отлично. 2 смолы, титан. Делаем изоленты. Снаряжение, ресурсы простые. Изолента. Почему мне кажется, что он просто вот с этой резины, вот видишь, она замотана изолентой, он просто с нее сматывает эту изоленту, и в итоге мы ее используем. Так, это мы сделали, это мы молодцы. Правильно, правильно. Сверяемся. А чё я? А я могу так сверяться, так будут зелененькие цифры, так будет понятнее, да? Да. Бля, какой нахуй сканер? Вот это вот вещь. Блоки. Можем построить, все хорошо. Идем дальше. Кианатрон есть. Интерфон, чтобы построить. Нам нужен кианатрон. Есть. Титан. Еще один. Еще один титан. Нету. Пойдем возьмем. Они тут летают рядышком. Повсюду, я бы сказал. Кстати, надо набрать льда немножко на пару бутылок воды. Потому что сейчас мы будем жрать соленый набор, наверное. И это надо будет компенсировать. Так, один титан есть. И нужна еще одна льдинка. Вот льдинка. Льдинка. Все нормально. Полетели. Бэм.
Красиво, красиво. Залетели. Так. Почему, сука? А, там одна есть. Там одна есть. Титана у меня теперь 2. 2. Все правильно. Блоки. Поехали. Титан есть. Пластик. Берем пластик. Пластик есть. Давай сразу пожрем, пока я не забыл, чтобы лишние ресурсы тут не лежали сейчас. И не вымораживали меня. Крафтим 2 бутылки воды. Все, вот мы с тобой, получается, выживатели от Бога. Так. Пластик я взял. Блоки. Остался генератор. Генератора нет. Генератор нужно нам с тобой создавать. Это композитные ресурсы. Щелочь. Электроника. 2 металла, проволока. Так, мы берем щелочь. 2 металла. Проволока. И идем за электроникой. Где-то тут... Это до хера повсюду она тут разбросана, конечно. Спасибо, так сказать. А, ну я ее еще и подобывал местами. Сука. Не то, чтобы прям до хера, но есть. Нормально. Нормально, все готово. А генератор мы с тобой можем собрать. Сука, я могу собрать генератор, но не могу построить шлюз с помощью изоленты и кучи металла. Вот это как бы вопросик очень такой. Что у нас тут? Композитные ресурсы, генератор. Бабах. Полетели. Так нахуй декор был. Интерфон. Есть. Это есть. Ну что ж, полетели устанавливать, друг мой. Полетели устанавливать. Так, наша база. Вон она, самая родимая. Синтетический навоз синтетической коровы. Мы, я думаю, будем... А вот мне интересно, как бы, можно вот это чудо техники наше заправлять чем угодно, ну, то есть и биотопливом тоже. Либо же для него нужен бензин, а биотопливо нам понадобится для кого-то другого. И запомните еще раз, напомнить, нельзя лететь на Нормандию, а не убить тебя, я точно знать. От тебя они не убители случаем. Но мне все равно кажется, да, что Нормандия это тоже какой-то пиздец, типа. У меня есть чувство, что даже если эти ребята нас и спасут, то, сдвинув еще раз ядро корабля, сместив его, да, мы как бы, блядь, устроим локальный апокалипсис для Нормандии. Им будет грустно. Одним словом. Здравствуй. Уля, искусственная гравитация. Как все хорошо. Кислород. Так, тут мы с тобой строим что? Блоки. Тут у нас будет интерфон. Подтвердить. Отменять. Красиво. Тут у нас строить блоки. Исследовательский стол. Я же хотел, сука, сначала построить. Да ну ты все, отстань, уходи. Исследовать скафандр электрика. Ля, какая залупа. Подожди, интерфон. Дешифровать запись. Координаты уже известны. В смысле, сука? Это обидно. Использовать исследовательский стол. О, взятка. Взятка всегда останется взяткой, даже в космосе. Было бы в кого ее бросить. Ля, кайф. Пылесос ракета. Пылесос ракета. Это вот то, что этот. Это наш этот. А
Аппарат ЗАС-1. Нет, подожди, пылесос-ракета. Пылесос-ракета — это же то, на чем я летаю сейчас, да? Еще скоростное транспортное средство. Погибший инженер сумел разработать несколько эффективную систему ускорения, использующую кислород, закачанный в пылесборник, что это достаточно достойно какой-нибудь премии. Нормально. Аппарат ЗАС-1, знаменитый космический автомобиль марки ЗАС, первый, на данный момент единственный миниатюрный космический аппарат, способный длительное время находиться в открытом космосе с пассажирами внутри. Красив, надежен и эффективен, как кирзовый сапог. 2 генератора. У меня есть 2 этих лакоплазмы, 2 компенсата, энергетическое ядро Престиж 2 штуки. Все ясно. Отменяем. Отставить. Свинцовые краски. Кстати, 2 свинцовых краски мы можем сделать. Зачем нам делать скафандр электрика? У них нахуй разница 0 просто. Вот реально 0. Просто этот дороже. 1 свинцовая краска, 1 рулон, 2 алюминия, 4 алюминия. А нахуя он нужен? Инженерные службы в больших кораблях всегда занимаются самыми разнообразными работами. От ремонта резервного двигателя внутреннего сгорания прямо во время его работы до экстренного ускорения пробоины посреди открытого космоса. Именно поэтому скафандр инженера стараются защищать от всего на свете, особенно от сильных перепадов температур, жара и холода. В таком костюме ощущается одинаково неприятно, но не смертельно. Я понял. При работе с электричеством недостаточно надеть резиновые перчатки, особенно если ковыряться в энергетических ядрах корабля. Помню, дед при меньшей опасности облачался в подобную фольгу и на гигантском лайнере. Я бы без такого скафандра ни к какому двигателю даже близко не подошел. То есть, чтобы скрафтить ЗАС, нам нужна вот эта штука. Это нужно... я трачу ресурсы, чтобы это исследовать, а не скрафтить. Твою-то мать. Военный баллон. Ой, бля. Реактивный ускоритель. Военный 200 кислорода плюс 2. У меня сейчас... у меня плюс 125, да? Да. Реактивный ускоритель. Взрывчатка, жвачка из собеседников, скребок для отдирания засохших жвачек от любых поверхностей, включая волосы. В случае с волосами превращается еще и в профессиональный инструмент удаления загрязненного волосяного покрова методом мягкого скальпирования. Наверное, скребком можно лед с ибальничка отдирать, когда мы летим через зону до этого обледенения. Анализатор грунта способен определить состав, плотность, частоту почвы. Также используется черными копателями, хирургами и военными, так как при правильной настройке способен определить что угодно и где. Так, это граната говяжья. Говяжья граната. Усиленный лом. Я хочу. Прочность 99. Отличная прочность. А если вкрутить полученную конструкцию шурупов, может добавить необычному лому еще больше брутальности. И бластер. Ебать. Вкуснотища. Подожди. Это все, конечно, прекрасно. Тут и комбайн тебе сразу. Все. Изолента. Все, собственно, вопрос снят. Это можно как-то все дело облагораживать? Допустим, там что-нибудь дополнительное построить, я не знаю. Там, допустим, да. Не только из отсека, но и из коридора. Это очень удобно. Окей. Воздушный шлюз. Шлюз-коридор. Малый шлюз. Установить на любой трубе, чтобы беспрепятственно выползать в космос через полы или потолки отсеков и коридоров. То есть, короче, этот типа горизонтальный, а этот типа вертикальный, да? А этот типа нахуя нужный, непонятно. Больше у нас ничего с тобой нету. Наверное, вот эта штука, кстати, аэропонный горшок,
как бы, может, он несет в себе не только декоративное назначение. Мне интересно, как работает фортепиано, к слову. Ладно. Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Мы сегодня и так с тобой очень много всего сделали. Поэтому вот этим вот всем обустройством, исследованиями и прочим мы с тобой займемся в следующей серии. А я между сериями, наверное, займусь тем, что перетащу, блядь, ресурсы оттуда сюда. Потому что это Афганистан, блядь. Да. В общем, с тобой был Гример. Увидимся в следующем серии. А ты не забудь, кстати, про лайки с комментариями и подписками. А то вот это вот развел тут что, а? Да-да.